Майкл Паккарт, который уже около 10 лет занимается рыбной ловлей, отличается своим традиционным подходом к добыче лангустов и омаров. Отвергая использование сетей или ловушек, он предпочитает ловить ракообразных исключительно руками, уверенный, что благодаря этому методу может отбирать крупные экземпляры. Однажды утром, как обычно, судно с Майклом и его командой отправилось в морское путешествие. Надев гидрокостюм и взяв с собой акваланг, Майкл погрузился в океанские глубины, где глубина достигала около 11 метров, а видимость около 6 метров. Исследуя дно в поисках лангустов, он внезапно ощутил мощный толчок, после чего его окружила полная темнота. Сначала Майкл не мог понять, что произошло, но, осознав ситуацию, он был потрясен. Он оказался во рту огромного морского существа. И что хуже всего, в результате столкновения он потерял дыхательную трубку. В абсолютной темноте ему удалось нащупать шланг, и, к счастью, Майкл смог снова дышать. Мужчина был полностью зажат и мог двигать только руками. Пощупав поверхность вокруг, он с облегчением понял, что это ни акула зубов не ощущалось. Так Майкл осознал, что его заглотил кит. Он начал надеяться на спасение, поняв, где он находится. Однако вскоре кит начал двигаться, и надежды мужчины на спасение поубавились. Он готовился ко встрече с судьбой, с иронией размышляя о своей необычной кончине. Тем не менее, кит осознал, что проглотил нечто несъедобное. Майкл почувствовал, как кит встряхнул головой, раскрыл пасть, и он, словно пробка, вылетел наружу. Оказавшись на поверхности воды, он едва верил в свою удачу, осознавая, что остался жив. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыло судно с командой, которая помогла Майклу подняться на борт. Его товарищи по работе радостно хлопали его по спине, удивляясь его возвращению, ведь они уже почти потеряли надежду увидеть его снова. Ситуация была опасной не из-за того, что кит способен проглотить человека, у этих морских гигантов слишком узкая глотка для этого. Опасность заключалась в возможности того, что кит выпустит дайвера на слишком большой глубине, что могло бы привести к его гибели. Внутри животного Майкл провел всего 40 секунд, которые казались ему бесконечностью. После инцидента Майкла немедленно отвезли в медицинское учреждение. Весь персонал больницы собрался вокруг необычного пациента. Одна из медсестер даже попросила его подсказать счастливые номера для лотереи. Мужчина делился своими историями, хотя и оставался в больнице лишь несколько часов, так как серьезных повреждений у него не обнаружили, кроме вывиха колена и многочисленных синяков. Тем не менее, Майкл не намерен отказываться от своей профессии, несмотря на возражения своей жены. Ведь Майклу действительно часто везет. Или не везет, в зависимости от взгляда на ситуацию. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.